Всем добрый день! В этом видео мы рассмотрим алгоритм добавления первого элемента в линейный список. Соответственно, этот алгоритм также можно применять для добавления элемента в стэк. Так как в стэк, как мы помним, все элементы добавляются в начало и удаляются тоже сначала. Использовать рассмотренный нами далее алгоритм для очередей или деков невозможно, так как в них не один, а два указателя на список. Для того, чтобы добавить элемент в начало списка, то есть добавить первый элемент, нам необходимо выполнить несколько операций. Нам нужно создать этот элемент, связать его со списком и, самое главное, переставить туда указатель на первый элемент списка, для того, чтобы следующие алгоритмы могли нормально обрабатывать наш список. То есть выполнить вот такие вот действия. Что для этого нам необходимо? То есть мы начинаем наш алгоритм. Алгоритм будет работать одинаково и для ситуации, когда список уже существует, то есть содержит какие-то элементы, и когда список пустой, то есть когда указатель t равен nil. Итак, как будет выглядеть наш алгоритм? Наш алгоритм будет включать всего несколько простых операций. То есть первое, что мы должны сделать, мы должны создать новый элемент списка. И, соответственно, создать указатель на него. Для этого мы выполним команду создания нового элемента, назовем ее new. То есть создаем новый элемент p. То есть вот мы создали элемент и создался указатель на этот элемент. Следующим нашим действием нам необходимо связать наш элемент, вновь созданный элемент p, с первым элементом текущего списка. То есть тем элементом, на который сейчас указывает указатель t. Для этого в поле связи, в поле link элемента p мы заносим адрес узла t, который сейчас хранится у нас в указателе t. То есть мы в поле link нашего p заносим значение, которое хранится в t. И последнее действие, которое нам необходимо выполнить в этом алгоритме, это переместить указатель t на новый первый элемент, для того, чтобы он и в дальнейшем указывал на первый элемент списка. Так как указатель p у нас исчезнет после окончания алгоритма, мы его создавали как временный. Для этого мы в указатель t заносим тот адрес, который хранится сейчас в указателе p. И на этом, собственно, алгоритм добавления первого элемента и завершается. Вот такой вот алгоритм мы разработали для добавления первого элемента в список. Этот же алгоритм, как я уже сказал, будет работать и в той ситуации, если мы добавляем единственный элемент в наш список. В этом случае у нас указатель t будет равен nil, и, соответственно, его значение nil вот в этой операции и скопируется в связь узла p. И таким образом у нас создастся один единственный элемент. То есть в этом случае алгоритм будет выглядеть примерно следующим образом. Вот так вот. То есть был пустой элемент t, равный nil, и мы по нашему алгоритму создали элемент, и он стал первым и единственным узлом нашего списка.